Всем привет! Это «Наука побеждать», и сегодня мы со слайдом продолжим рассказ о карте Химмельсдорф. В этом выпуске поговорим об игре с верхней базы. Карта городская и весьма сложная, а значит, цена каждой ошибки велика. Очень важно быстро принимать решения и правильно позиционировать технику на карте. Наш стандартный разъезд выглядит следующим образом. 1.50-100 едет в А2, 1 из 3 проезжает в Д3 через Б3, вторая сотка становится в Б3 рядом с еще одним ИСом третьим. Оттуда они должны прикрывать ИС-3, который проехал в Д3 от возможных противников в квадрате G3. На этой карте особенно важны брелки. Они дают обзор по двум направлениям. Стандартные позиции у них следующие. 1Т1 едет на банан в квадрат Е7, второй на подъем на гору в Д0. Он должен осторожно подсвечивать квадрат F0 и после засвета обязательно откатиться ниже, чтобы не погибнуть. 90-ик едет на ЖД в Е1. С этой позиции он сможет быстро включиться в бой, если вражеская команда начнет атаковать. К тому же здесь 1390 смогут прикрыть союзники. С разъездом разобрались. Как видите, он довольно осторожный. Дальше ждем, пока станет понятно, где находятся враги. Например, на горе появляется одна из восьмерок. В таком случае смело атакуем по ЖД. 1.50-100 отправляется в J3 и простреливает выезд из К6. Остальные танки проезжают через К3 и становятся на захват за зданием. Теперь время работает на нас. Стоим, не подставляемся и без проблем уничтожаем танки, что пытаются сбить захват. Победа у нас в кармане. Но что если на горе мы никого не увидели и засветов нет? Это значит, что враг наверняка стоит в глухой обороне. При игре с нижней базы наиболее удобные позиции на ЖД. Предположим, что враг окопался именно там. Наиболее характерные места, в которых могут находиться танки противника — квадраты G3, G4. А если у противника есть ПТ, то скорее всего она стоит в J2, J3. Как подобраться к такой расстановке противника? Самый эффективный вариант — занять гору. Сперва пускаем вперед единичку. У нас есть быстрый 1390, и он сможет разобраться с вражеским брелком, если о нем не позаботится наш Т1. При этом важно, чтобы враг не успел засветить основную группу танков. Пока союзники стягиваются к горе, отправляем единичку из банана в депо, чтобы контролировать ЖД. Теперь можно ехать на захват базы. Одну сотку через зигзаг пускаем в J6. Остальными танками едем следующим образом. 2 тройки и брелок ставим на захват. Сотка из J6 контролирует выезд в К4. Вторую оставляем в К6 для прострела выезда из J3. Мы перевернули ситуацию с ног на голову, и противник вынужден перейти из обороны в атаку. Теперь у нас более выгодные позиции. Осторожно контролируем подъезды, не даем сбить захват и побеждаем. Если вы играете против тяжелого сетапа, 90-ик может без проблем агрессивно занять гору, проехав до G0. Не останавливаясь, он должен проверить правый подъем, а затем спрятаться за насыпь и подождать на случай, если кто-то будет подниматься слева. Если обнаружен хотя бы один танк 8 уровня, рашим по железке, как и в первом примере. Если никого нет, спокойно стягиваем на гору танки и используем стандартную стратегию. Если вы потеряли много очков прочности, единственный шанс победить — игра от обороны. Просто оттягиваем ИС-3 из Д3 в бойницу в А5. Его задача — следить за выездом с 5-й линии. Остальные танки остаются на стандартных позициях. Дальше действуйте по ситуации. С основной тактикой разобрались. Напоследок небольшой совет. Не пытайтесь занимать гору в середине боя, если не сделали этого в начале. Это слишком опасно. Даже одинокая сотка, ставь насыпь в F0, легко выдаст барабан и убежит. Дать урон в ответ — крайне сложная задача. Кроме того, не стоит забывать о том, что с горы простреливается почти вся D-линия, в частности позиции в бойницах в квадратах D4, D5. Не следует занимать эти точки, если гора не контролируется союзными танками. На этом все. Не забывайте играть по ситуации и быстро принимать решения, ведь это залог успеха в бою. Это заключительный выпуск первого сезона «Науки побеждать». Мы уходим на перерыв, чтобы потом вернуться и сделать нашу программу еще интереснее и информативнее. Есть идеи? Тогда оставляйте их в комментариях к видео, а также подписывайтесь на наш YouTube-канал и канал Слайда. Всем пока!